Всем привет! Вы на канале Гаражный Бездельник. Сегодня видео для начинающих шиномонтажников о том, как не сломать датчик давления в колесе. Вот тут два аспекта. Первый и самый сложный – это чтобы знать, что он там есть. Первый признак датчика – это металлический вентиль. Второй признак – это опрос владельца автомобиля. Сейчас много появилось резиновых именно вентилей с датчиком давления. То есть этому уделите особое внимание и почаще спрашивайте водителей, владельцев автомобилей. Приступаем к демонтажу. Итак, при демонтаже, при отжатии лапой, нужно, чтобы этот датчик с вентилем не попал в зону лапы. То есть вот в этот промежуток. То же самое задний борт. Смотрите, чтобы датчик, запомните, где у вас датчик, чтобы он не был в зоне лапы. Вот так вот. Вот он. Убирайте его оттуда. Теперь разбортовка. Датчик нужно подставить ровно под лапу. Ну, не совсем ровно, может там плюс-минус 5 сантиметров, но главное, чтобы вы его... Вот он датчик, главное, чтобы вы его не коснулись монтажкой. И тогда вы борт шины сразу перекинете через датчик. Вот таким образом. Внутренний борт то же самое. Вентиль должен находиться ровно под лапой. Тогда в борт перекинули. Вот он датчик, до борта там еще больше 5 сантиметров. Все, датчик безопасности. Теперь сборка. Датчик должен находиться там, где борт шины пересекает борт диска. Вот здесь вот, напротив датчика, борт шины должен пересекать борт диска. Тогда вы его не коснетесь шиной. Второй борт то же самое. Борт шины переходит борт диска именно в месте датчика. Самая большая опасность, сейчас покажу, в какой момент чаще всего ломаются датчики. Первый борт сделали правильно.
а второй просто забыли. И вот в этот момент датчик остается не под лапой, а вон там. И в этот момент нижним бортом, нижний борт поднимает вот это место. И как раз датчик туда переходит. И отламывает датчик. Этого мы делать не будем. Слом датчика грозит большими финансовыми потерями и скандалом. Потому что датчик на данный момент стоит в районе 10 тысяч рублей. Плюс работа диагноста, прописать его. Китайские датчики, которые стоят там 1500 комплект на Алиэкспресс, диагносты прописывать не берутся. Так что будьте аккуратны. Вот образец металлического вентиля. Металлический вентиль означает только одно. Там датчик давления. Однозначно. Если рассматривать простой вентиль, то вот здесь короткая резьбовая часть, короткий колпачок. У тех резиновых вентилей, где с той стороны стоит датчик, вот эта резьбовая часть бронзовая, латунная, она в 1,5-2 раза больше. И колпачок, соответственно, тоже в 1,5-2 раза длиннее. Это уже сразу вызывает подозрение, что там датчик. Ну, конечно же, сразу спрашивайте владельцев автомобилей, с датчиками колеса или без датчиков. И слава тем водителям, которые сами предупреждают работников, что у меня колеса с датчиком, будьте внимательны. Все те рекомендации, которые я вам рассказал про датчик давления, они же пригодятся и при монтаже без датчика давления. То есть вредное воздействие на обычный вентиль будет точно такое же. То есть при отбортовывании, когда лапа монтажного станка у вас находится прямо напротив вентиля, то как раз бортом шины и уродуется вентиль. А потом спрашивается, почему вентиля такие плохого качества травят. Да потому что монтажники просто не церемонятся. То же самое, когда забортовываешь. То есть здесь идет борт, и он с этого места съезжает вот в эту разборную канаву и как раз бьет по краю вентиля, надламывая, надрывая его таким образом. И выполняя эти рекомендации, не нужно даже будет гадать, есть там датчик или нет. Вы не повредите ни датчик, ни обычный вентиль. Теперь рассмотрим, что же делать, если все-таки случилась беда и датчик отломлен. Тут, конечно, все зависит от клиента, то есть от диалога с клиентом. Ни в коем случае утаивать это от него нельзя. Во-первых, если вы его просто уберете, этот датчик, то загорится чек, загорится ошибка, лампочка на панели. Во-вторых, он в любом случае это все равно рано или поздно узнает. То есть скрывать это абсолютно не наш метод. И в подавляющем большинстве случаев ломается только крепеж датчика. Сам датчик остается живой. Мой вариант такой. Датчик крепим сюда же, рядышком, просто вот на эту плоскость диска. А сюда вставляем обычный вентиль. Вот такой выход из положения. Датчик также будет работать, также будет показывать давление. У кого-то и температуру. Датчики, смотря какой датчик, есть давление и температуру показывает. Как его здесь закрепить? Скотч, изолента прямо вокруг диска. При мне такие варианты были.
все работало, все исправно. Один раз по молодости я сломал датчик, а второй раз пришла в негодность резьба под золотник, и никак не могли установить золотник, чтобы не травил. Видимо, поверхность там пришла в негодность. Вот, сняли крепеж датчика, приклеили сюда на изоленту, а сюда поставили обычный вентиль. И когда будете крепить датчик вот на эту плоскость, крепите его ровно под вентилем, чтобы при следующем монтаже не своротить его, когда он будет, лучше он будет в известном нам месте, чем где-то, непонятно где, и не зная где, обязательно своротим. На этом все. Кому было полезным, понравилось, ставьте лайк. Репост в социальных сетях приветствуется, подписка на канал приветствуется. Всем пока!